Феноменальное проникновение Китая в Россию. Кока-колу в гараже льют, да? Это не параллельный импорт. Там, где можно сделать было по-простому, мы все изобретаем какую-то. Но это как раз та самая не рыночная экономика, вот, под видом рыночной. Мы вообще чего ругаться, я не пойму, да? Тот, кто борется за плавучесть, все равно утонет. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос. Всем привет! Сегодня на канале номер один про бизнес и деньги итоговый выпуск новостей. Начинаем, как обычно, не с главного, а с хорошего. В Воронежском зоопарке появился рогатый муфлон по кличке Денис. Сейчас у нового обитателя период адаптации. Вот если бы тебя назвали муфлоном, ты бы обиделся? А вот этот вот рогатый муфлон по кличке Денис ни хрена не обиделся, его все кличут то ли муфлон, то ли Денис, на ему пофиг. Судя по ролику, Денис активен и весьма прыгуч, что неудивительно, учитывая его очень молодой возраст. И сотрудники Воронежского зоопарка очень надеются, что самец понравится одной из двух самок муфлона. Самка муфлон, и у них появится потомство. Значит, будет много муфлонов, а когда много детишек, это же так хорошо, поэтому новость замечательная. Новости автомобильного рынка. В России остались только 14 брендов автомобилей из 60, так утверждают эксперты. 11 из оставшихся в России к концу года брендов китайские, сообщила Ассоциация России. Друзья мои, из этих 14 брендов 3 отечественных бренда — Лада, ГАЗ и УАЗ, а остальные китайские. Других вообще не осталось, что ли? Вот дела. Вот такой вот монорынок. Если раньше вы там помнили имена Mercedes, BMW, Audi, ну я не буду все там называть, вы сами их знаете, все запомнили, то теперь вам следует знать совершенно другие имена. Запоминайте: Chery, Geely, Haval, Jack, Фав, Dongfeng, Чанганг, Exit, Гаг, Фантон, Ребят, вы говоришь, но мы все привыкнем. Мы все привыкнем, так же когда-то мы привыкали к этому странному слову Panasonic. Вы говоришь, да ничего, привыкли, нормально, что, хорошая потребительская техника была и так далее. Вот, поэтому, ребят, 78% автомобильного рынка китайские теперь. Феноменальное проникновение Китая в Россию. Феноменальное, ребята, так никогда за такое короткое время не было. Даже не проникновение, а, по-моему, просто все, пиздец, полный пиздец. Квантовый, вездесущий, абсолютный китайский пиздец, но он приятный. Я сейчас выбираю, как вы думаете, машину? Какого автомобильного бренда? Ну, подсказка простая: 3 отечественных бренда, все остальные китайские. Какого бренда я сейчас выбираю машину? При этом подсказка еще одна: это не параллельный импорт. Из области борьбы за параллельный импорт и импортозамещение. Итак, будьте сейчас особо внимательны. Контрафактная Кока-кола появилась на прилавках столичного супермаркета «Светофор». Вот. Бутылка, со слов журналистов, выглядит как настоящая, и на этикетке написано: Кока-кола произведено в России. При пристальном изучении оказывается, что это та самая контрафактная Кока-кола. А при звонке на горячую линию завод Кока-колы они говорят: нет, мы Кока-колу не производим, мы производим так напиток, кола содержащий под маркой «Добрый». И товаровед этого магазина, вот это в магазине «Светофор», так и отвечает журналистам: я что, сейчас должна сделать по экспертизам носиться? Я бутылку целую выпила одна, так она нам еще придет, мало того, еще и завтра. Вот все. Вот она так сказала, и это удовлетворило журналистов, потому что те сразу поняли, что да, это как раз та самая Кока-кола, которую товаровед пьет. В «Светофоре» работают нормальные такие женщины, конкретные. Вот. Ну я вам так скажу, ну а что, на Малой Арнаутской мало ли что там изготавливают. Часы, роликсы там, пожалуйста. Теперь Кока-колу. Вот дожили, да, Кока-колу в гараже льют, да. Короче, ребят, на самом деле, ну действительно, если вы хотите колы, ну что вам мешает? Ну сделали на бодягу какую-то, размешали там вот
какую-то коричневую хрень бросили, вот, сахара туда побольше и все. Ну, наклейку сделали Кока-Колой, пожалуйста. То есть, чего ругаться, я не пойму. Да? Байкал, напиток, Тархун, да, лимонад, дюшес, ребята. А мы Кока-Колу подделываем. Мы вообще, понимаешь, мы вообще подсели на вот эту вот, ну, какую-то хрень заморскую. Нет, да я не против всякой заморской хрени. Но зачем мы ее подделывать? А вот еще одна новость про параллельный импорт. В связном жителю Иркутска Егору Тарановскому продали украденный за рубежом MacBook Pro. В общем, после покупки, да, MacBook оказался заблокирован, и на нем высветилась надпись, что он принадлежит американской компании. Так житель Иркутска Егор Тарановский познакомился с параллельным импортом. Поэтому, ребят, тот, кто заказывает параллельный импорт, тот я тоже заказываю. Но я как бы принимаю вот этот вот риск, да, неожиданно, значит, по параллельному импорту может заехать какая-то Знаете, как в свое время были эти DVD-диски, да, с кодами регионов. Купил, бывало, диск, засунул в DVD-шник, а он не работает. Почему? А регион не тот, вот и все. Учитывайте это обстоятельство, если вы берете какие-то продукты по параллельному импорту. Может случиться какой-то неожиданный косяк, но есть и хорошая новость. В России столько классных умельцев, которые могут любой вот этот MacBook разблокировать нахрен, перепрошить и так далее. Поэтому, ребят, помогите Егору Тарановскому, перепрошите ему этот MacBook и все. В конце концов, вот эта вот знаменитая русская изобретательность и смекалка, ну, это вот такая наша вот особенность. Мы там, где можно сделать было по-простому, мы все изобретаем какую-то. Вот все изобретаем. Поэтому давайте вместе приближать тот день, когда то, что мы изобретаем или изобретают где-то в мире, мы сможем использовать для того, чтобы улучшить свою жизнь. Я бы вот так хотел. Ведомости сообщили, что власти России подготовили целых 3 варианта ответа на ценовой потолок на импорт нефти. Итак, первый вариант предполагает полный запрет на продажу нефти странам, которые поддержали ограничения, в том числе, если они приобретают нефть у России не напрямую, а через посредников. Если пойти таким вариантом, что те, кто вынужден занимать такую двойственную позицию, они перестанут покупать, это уменьшит количество покупателей, будет больше там издержки какие-то, поэтому, ну, такой вариант хороший, но сомнительный, да, поэтому есть еще 2 варианта. Итак, второй вариант предполагает ввести запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем. Ну, такой вариант, оставляющий коридор гибкости. И в зависимости от того, что будет на рынке, да, стороны смогут передоговариваться. Но вариант, во всяком случае, четко предписывает, что не будут обязывающих контрактов, которые предполагают, ну, вот это ограничение. Но это странно, да, в мировой экономике, да, в такой, типа в рыночной экономике, да, кто-то там ввел какой-то там потолок, и типа этот потолок стал ориентиром для рынка. Это что? Ну, это как раз та самая не рыночная экономика, вот, под видом рыночной. Ну, уже давно мир стал, знаете, такой своеобразный, да, то есть как бы белое называется черным, красное — зеленым. Это вы все прекрасно сами видите, и вот на самом деле Россия пытается как-то с этим быть. Как с этим быть, вообще непонятно, поэтому давайте посмотрим на 3-й вариант вместе. 3-й вариант, который все называют самым маловероятным, это введение индикатива на дисконт, да, к российской цене. Как тут что считать? Тут слишком большая такая процедура по вот вычислению будет, и вот, поэтому его называют все самым маловероятным именно потому, что его, ну, очень сложно рассчитывать, очень сложно контролировать, сложно следить, а значит, много злоупотреблений, много всего, и вообще непонятно, как этим пользоваться. Ну и теперь вывод какой, смотрите. Страны коллективного Запада приняли более умный вариант с их точки зрения — это медленное удушение экономики России. Поэтому Россия сейчас ищет, какой вариант сделать. Вот. Давайте посмотрим. Я подчеркну, что ни один из 3 вариантов пока не утвержден, не реализован. Вот. От того, какой вариант будет реализован, зависит от того, как пойдет развитие сценариев. И, собственно, именно это запустит ответную реакцию. Потому что на любую, так сказать, ответную реакцию со стороны России последует следующая ответная реакция со стороны Запада. Это такой вот пинг-понг. На самом деле именно эта слабость России, да, является уязвимой точкой. То есть, с одной стороны, наличие нефти — это хорошо, с другой стороны, экономика России, подчиненная на то, чтобы строить трубопроводы,
строить скважины, содержать обслуживающую инфраструктуру, на это делает Россию очень уязвимой от того, что, вот видите, эмбарго, санкции, ограничения на нефть, и Россия сейчас вынуждена, знаете, сколько вещей делать, лишь бы, так сказать, вывернуться из-под этих санкций. И вот задам вам вопрос, да, чего мы не делаем, когда мы делаем все вот это вот, чтобы вывернуться из-под этих западных санкций? А я вам скажу, чего мы не делаем. Мы не создаем производство, внутренняя способность производить товары потребительские там и так далее, мы не создаем. То есть способность России создать долгосрочное устойчивое будущее, она все еще есть, смотрите, все еще есть, но мы не используем эту вот стратегическую высоту. Данную роль должны сейчас взять на себя именно предприниматели. Предприниматели, бизнесмены, будущие предприниматели должны находить ниши, должны объединяться в какие-то, я не знаю, артели и так далее. Должны все-таки пойти убедить банки, да, найти спонсоров, доноров, да, кредиторов, чтобы они дали деньги и профинансировали. Да. Вот и все. То есть на самом деле все еще есть много вариантов, как нам нарастить вот это внутреннее производство товаров и услуг и выйти из-под такой тотальной зависимости. Например, Индия практически все, что во внутреннем потреблении есть у Индии, производит сама. В Китае, на самом деле, да, Китай не только для себя производит, а для всего мира уже, да. И России никуда не деться от такого подхода, я подчеркиваю, никуда не деться. И чем раньше Россия начнет такой подход, и предприниматели осознают это, а Центральный банк начнет придумывать способы финансирования этих длинных проектов, тогда мы будем видеть горизонт приближения вот этих вот славных времен. А пока только боремся за плавучесть. Тот, кто борется за плавучесть, все равно утонет. Потому что плавучесть — дело такое, да. Еще одна маленькая пробоинка и… В списке богатейших людей мира по версии Forbes в среду, ненадолго, буквально на 1 час сменился лидер. Вот такие вот новости, да, вот такая там что-то там колебнулось, а вот мы комментируем. Целую новость про это закатали. На первое место, обогнав владельца Тесла Илона Маска, вышел временно владелец Луи Виттон Бернар Арно, чье состояние в реальном времени превысило 184 миллиарда долларов, а состояние Маска опустилось ниже 184 миллиардов долларов. Тем не менее, сейчас бизнесмен опять вновь лидирует, и все, будьте спокойны, Илон Маск опять в топе, но завтра он опять спустится ниже, и опять будет новость, и я опять ее прокомментирую. Вот так работают современные генераторы новостей. Похер, о чем говорить, главное, чтобы люди внимательно слушали. И я вам эту новость привел только для того, чтобы вы понимали, как сегодня устроен мир. Новости генерятся не для того, чтобы быть полезными для вас, а для того, чтобы запустить в вас тревогу, да, запустить в вас азарт, какой-то вот интерес и вдогонку продать вам какую-то херню. А я вам сейчас, зацепив ваше внимание, да, заинтересовав вас, продам нужную вам, полезную, не а полезную штуку. Я приглашаю вас 4 февраля на саммит Конфедерации силы сообществ, где мы, более 2000 человек, питающего окружения, будем усиливать друг друга, делиться своим состоянием, да? Кошелек твой наполнится деньгами после этого события, ты заведешь новые партнерства, ты, наконец, подсмотришь самые актуальные поведенческие стратегии, которые в этих условиях вот этих вот турбуленций позволяют воспользоваться ситуацией и улучшить свое финансовое состояние, настроение, завести новых друзей, партнерство и так далее. Поэтому отправь ссылку на это видео своим друзьям, знакомым, пусть тоже посмотрят и тоже приходят на 4 февраля вместе с тобой. Давайте проведем этот день 4 февраля вместе в Крокусе и улучшим наше самочувствие внутреннее и финансовое состояние тоже. Ссылка будет под этим выпуском. Проходи, забирай свой билет, и я тебя жду. Паспорт Объединенных Арабских Эмиратов возглавил рейтинг самых влиятельных паспортов по версии Паспорт Индекс. 121 страна без визы, а в 59 визу можно оформить прямо по прибытии. О, неплохо, да? Второе место разделили Германия, Швеция, Финляндия, Люксембург, Испания, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия. Нихуя себе второе место разделили, да? У обладателей паспортов этих стран 120 государств без получения визы и 53 по прибытии. В общем-то, тоже, да, достаточно много. И сейчас вы только со стула не падайте. Кто же занял лидирующее место с конца?
Да, как вы думаете, кто? Это паспорт Афганистана. 97 место, всего 5 безвизовых направлений. Микронезия, Гаити, Доминика, Кот-д'Ивуар и Катар. Все. Вот ребята с афганским паспортом, они, наверное, там чухаются, да? Вот. Им, чтобы куда-то поехать, даже в Россию там или куда-то, им надо вот виза. Интересно, во сколько стран сейчас можно поехать с паспортом России? В общем, в рейтинге сильных паспортов Россия разделила 38-ю строчку с Турцией. Без визы можно съездить аж в 58 стран. Охренеть! 58 стран, ребята, практически любая страна Африки. Пожалуйста. Армения и Казахстан. Еще Беларусь. Все. На самом деле, смотрите, ну, конечно же, круто было бы ездить друг к другу вот без визы. Но сейчас дело-то не в визе, прямых рейсов нет. Мне, чтобы, например, вот на Кипр сейчас вот поехать, да, мне же нужно как вот, например, через Дубай или там через Стамбул, да, вот. Поэтому виза — это еще полбеды. На самом деле, если у вас 38-я строчка, да, и вы делите эту строчку с Турцией, все нормально, получаете визу, если все-таки едете в ту страну, где нету визы. Но я считаю, вот этот вот один из самых глупых рейтингов в мире, вот этот рейтинг паспортов. Смысла в этих всех рейтингах, как с козла молока, это просто очередной инфоповод. Правительство продлило программу поддержки авиаперевозчиков на 2023 год, сообщает пресс-служба Кабинета министров. Но российские компании не получат нужный объем субсидий за перелеты внутри страны. Вот это интересно, да. И в следующем году поддержка будет в 4 раза меньше, чем в этом году. Но действительно, что получилось в этом году? В связи с тем, что резко обрушились все там вот эти перелеты в другие страны, оставшиеся самолеты, ну, те, которые не заморозили их, не изъяли по лизингу и так далее, они стали летать внутри страны. А куда летать внутри страны? Ведь маршрутов было, ну, не так-то много. Поэтому появились разные маршруты из города в город, которых вообще раньше не было. Билеты там были по 1000 рублей, по 3000. Это небывалое, да? Очень интересно. Потребители кайфовали. Они говорят, вообще, вот так бы всегда. Но недолго музыка играла, все. Понятно? Все. Ребят, поэтому, если вы успели слетать в этом году, в следующем году вряд ли успеете, поэтому напишите мне, кто успел полетать друг к другу в гости, понимаете, по вот этим необычным маршрутам. Но если вы все еще не летали, воспользуйтесь вот этими вот предложениями, я не знаю, вот до Нового года, наверное, они еще будут сохраняться, поэтому слетайте в гости, поезжайте к маме, к папе, к родителям, к друзьям, к знакомым, просто к незнакомым людям, да, просто куда-то летите, потому что в будущем уже может не представиться такой возможности куда-то слетать. Привыкайте к маршрутам гулять вокруг дома, да. Где-то вот в округе, в ближайший парк там и так далее, прокладывайте новые маршруты, да. Ну и вы помните, в начале года было, билеты взметнулись, очень дорого стали стоить, да, люди перестали вообще куда-то ездить, да, и очень резко вырос вот этот вот спрос на внутрироссийский туризм. Много глэмпингов каких-то появилось, кемпингов и так далее. То есть очень много молодых компаний организовалось вот по устройству вот этого туризма локального и так далее. В общем-то, интересный тренд. Он, собственно, всколыхивает то, что должно, ну, давно было бы начаться, и вот оно началось. На самом деле, поэтому для локальных предпринимателей в городах и так далее, ребята, обратите на это внимание. Вот. Более того, я вам по себе скажу, мне вот выехать на пару дней куда-то, вот, знаешь, доехать за пару часов и там вот побыть там 2 суток вот сам с собой, ну, гораздо, ну, круче, чем куда-то на самолет, там потом ехать, потом возвращаться, эти самолеты, поезда, вот это коронавирусы, маски какие-то там, вот эти вот. Вот, поэтому, ребят, ну, правда, есть в этом что-то вот близкое и теплое, да, благоустройство того места, где мы живем, и использование природы, в которой мы живем, так, чтобы и отдыхать, и где-то жить ближе к земле, поэтому мне это близко. Если вам тоже близко, пишите в комментарии. Новости банкинга. Тут очень много всего интересного, поэтому слушаем внимательно. Итак, Россия и Турция представят альтернативу карте МИР к началу турсезона. Как вы помните, ранее, да, карта МИР была заблокирована в Турции, во Вьетнаме и в других странах, где ожидалось, что она будет работать. Ну а в Турцию едут очень много отдыхающих, и как им расплачиваться, да, и вот поэтому мы много слышали заявления от туристических ведомств России, Турции, что они что-то придумывают. Опять обещают к началу турсезона что-то там придумать. Ну, наверное, к лету. Обещанного вообще 3 года ждут. Да, успеют ли они за полгода, непонятно.
На фоне этого турецкий банк ФИБА банка запретил клиентам из России и Беларуси использовать банковские карты за пределами Турции. О, вот началось, да? То есть, как известно, многие россияне, да, чтобы иметь возможность расплачиваться за рубежом, ну, выпускали себе карты казахские, там, армянские, ну, кто какие, да, турецкие в том числе, да, и вот ФИБА банк — это первый банк, который стал ограничивать, да, на использование россиян, значит, карты, которые он выпустил, да, кроме как в Турции. Так что, ребят, если так пойдет, все карточки россиян, которые сейчас работают за границей, не будут работать. Вот таким образом, так сказать, сохраняется и усиливается давление на вот эти вот платежные ограничения. А тем временем казахские банки получили разрешение на осуществление операций по платежным картам МИР от американского агентства по регулированию финансового рынка. Это очень интересно, особенно на фоне того, что вот в Турции, видите, вот ограничения, наоборот, усиливаются, а здесь якобы ограничения снижаются. Посмотрим, можно ли будет картами МИР расплачиваться в Казахстане. Пока это возможно, но, как и ожидалось, вторичные санкции или опасность вторичных санкций, да, накладывала на Казахстан вот это вот давление. И вроде как, но это давление удалось так отбить. Вообще, почему даже Казахстану требуется разрешение от какого-то финансового агентства Америки на использование карт МИР вот здесь, вот рядом вот с Россией, не очень понятно, но, с другой стороны, вот как бы каждый из вас догадывается. Просто-напросто современный мир так переплетен, здесь все друг от друга зависит, и вот это вот давление может распространяться на очень гигантские расстояния, и вот, пожалуйста, вот на Турцию оказывается давление, и это давление приводит к конкретным изменениям. На Казахстан оказывается это. Поэтому, ребята, разбираемся с сутью, и канал номер 1 про бизнес и деньги — это как раз про то, чтобы вы были вооружены, осведомлены самыми важными и первыми, так сказать, новостями с верной интерпретацией, чтобы вам не могли подсунуть какое-то там несвежее, вторичное, бывшее в употреблении что-то, что навредит вашей жизни, повредит вашему кошельку, ну или лишит вас вообще возможности к процветанию. Поэтому канал номер 1 про бизнес и деньги всегда у вас на службе вашего процветания и защищенности. В работе приложения Альфа-банка Тинькова одновременно произошел сбой. Да, также проблемы были с приложениями Райффайзенбанка, Сбербанка. В общем-то, что-то там, то ли хакерская атака и так далее. Ребята, у кого все платежи вот на карточках по безналу и так далее, будьте внимательны. То есть всегда держите при себе котлету старого и доброго кэша. Представляете, насколько мы уязвимы, да? Вот магазин пошел, к врачу и так далее, какой-то такси, стоишь там, холодно, снег идет и так далее, в автобус не можешь зайти, заплатить и так далее. Интересно, когда-нибудь придумают люди, да, что вот там, не знаю, по сетчатке глаза ты заходишь в автобус, он тебя сканирует и говорит: так, все, окей. Хотя этот автобус тоже вот от интернета вот отключился и так далее, и все. И все такие заходят, а он никого не пускает, значит, это. Да, ну, на самом деле, конечно, люди когда-то придумают, я уверен, да, ну, такие, с бэкапом, что называется, системы, даже если интернет там, не знаю, отключился, бэкап какое-то время, но он пропускает, например, на сутки бэкап работает. Правда, это тут же откроет для всяких жуликов, так сказать, окошечко, да. Ну, в общем, прогресс всегда развивается как? Придумают что-то, тут же придут какие-то хакеры, повзламывают это дело, деньги украдут и так далее. О, cyber security возникает, да? Все, cyber security все дырки вот эти закрыл, но жулики в это время пришли и научились там другие дырки сверлить, да, и так далее. Вот вся эволюция человечества — это попытка взломов и защит. Вот я вот ржу на это, но я уже давно так отвык носить в своем кошельке наличные, что вот сейчас вот после вот выпуска, вот после записи пойду в банкомат, сниму налик и положу на всякий случай себе в кошелечек. Новости валютного рынка. Россияне в третьем квартале купили на бирже рекордный за 4 года объем евро. Почти 2 миллиарда евро. Я не знаю, для чего люди купили эти почти 2 миллиарда тут евро, ну что там, чуть меньше, да? Надеюсь, для того, чтобы потратить это куда. Тогда это очень интересный всплеск, значит, они, стало быть, куда-то поехали потратили. Но если они сложили в погреб эти евро, ну, тогда это противоречит моим советам. Если вас все еще интересуют наилучшие способы инвестирования, вложений, то это точно не евро. Вкладывайте в себя, ребят. На самом деле, вот в этих турбуленциях, которые сейчас идут, да, хорошее внутреннее самочувствие
да, и пребывание рядом с людьми, которые не говорят, что все пропало, такого никогда не было и так далее. Вот что важно. Поэтому окружайте себя питающими людьми. Люди, рядом с которыми вы чувствуете такое, знаете, дружелюбие. Ну, где вы сами становитесь дружелюбны, где вам больше нравится, что с вами происходит. Вот. У вас в этом состоянии смогут произойти именно подвижки в вашей карьерной лестнице, да, в вашем самочувствовании, да, у вас может встретиться новые друзья, с которыми вам приятно находиться. Вот. Я обязательно вам расскажу, как простым алгоритмическим действием, просто по шагам оказаться в состоянии, где вы начинаете присваивать обстоятельства к своей выгоде с минимальными издержками. И чтобы освоить это, ну, вот этот подход, который я использую уже 30 лет, и вы посмотрите мои результаты, да, приходи 4 февраля, еще раз тебя зову, на саммит «Сила сообществ». Я передам тебе свои навыки. Ну и, конечно же, я хочу пожелать вам, в конце концов, давайте вместе размножать хорошее, и пусть плохому места просто не останется. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос.